Приветствую вас на моем канале «Две войны». Большая часть немецких солдат перед вторжением в СССР была одурманена действием пропаганды Третьего Рейха. Им внушали, что война будет быстрой и победоносной, а полчища восточных варваров разбегутся при первом же серьезном сражении. Ну а реальность, разумеется, была другой. Этот материал я создал по воспоминаниям полковника вермахта Луитпольда Штейдля. Его боевой путь начался еще до вторжения в СССР, а закончился в Сталинграде. Позже он стал членом движения «Свободная Германия» и в 1945 году вернулся на свою родину. В мемуарах он упоминает план Барбаросса и другие планы по послевоенному устройству СССР. План Барбаросса предусматривал молниеносный разгром СССР. Была поставлена задача в течение нескольких недель уничтожить советские армии. Предусматривалось взять Ленинград и Москву, а также занять важный в военно-экономическом отношении Донецкий бассейн. Конечной целью операции был выход на линию Волга-Архангельск. Зеленая папка Геринга дополняла этот план детально разработанными мероприятиями по экономическому ограблению Советского Союза. В своих записях Штейдль подтверждает идеальную подготовку немцев к нападению. Разумеется, что так было не везде, но на его участке фронта все было хорошо подготовлено. Учитывая, что большинство генералов вермахта были под впечатлениями успехов европейской кампании, они не могли реально понимать, какой военный потенциал им противостоял. А вот что пишет Штейдль в своих мемуарах. На следующее утро, в 5:30, вдоль всей границы начался артиллерийский огонь небывалой силы. Подавлялся каждый объект, который мог служить обороне. Одновременно немецкая авиация начала массированные налеты. Все это говорило о том, что началось тщательное и заблаговременно подготовленное вторжение. Через несколько минут после начала артиллерийской подготовки вспыхнули пожары. Находившиеся на советских пограничных заставах передовые части были быстро опрокинуты. На моем участке никакого сопротивления не было, только со стороны Малкини был слышен шум пехотного боя и раздавались взрывы. Непрерывно, почти на бреющем полете над нами летели на восток эскадрильи и отдельные бомбардировщики. Штейдль рассказывает, что его ожидания от военной кампании на Восточном фронте были далеки от реальности. Это отличие он заметил в первый же день войны. Дело в том, что для мотивации немецких солдат им сообщили, что это СССР готовит нападение на Третий Рейх, а не наоборот. А Барбаросса – это лишь превентивный удар на опережение, чтобы остановить советские войска. Разумеется, это не могло быть правдой, ведь были объективные причины, по которым Сталину было просто невыгодно нападать на Третий Рейх. Давайте вкратце рассмотрим эти причины. Во-первых, у него был пакт о ненападении с Германией. Во-вторых, на тот момент вермахт считался самой сильной армией в мире, и Красная Армия с огромным трудом смогла остановить его продвижение вглубь страны. Страшно представить, какие потери понес бы Советский Союз, если бы германская армия была в позиции защитника, а не атакующего. В-третьих, агрессия со стороны СССР, скорее всего, бы изменила политику союзников в отношении Гитлера. Этот шаг мог бы подтолкнуть их к сепаратному миру с Германией, что опять же очень сильно усложнило бы боевые действия для Красной Армии. И четвертая причина. Хоть и доктрина Красной Армии предполагала бить врага малой кровью на его же территории, на деле это могло окончиться еще большей катастрофой, чем поражение 1941 года. РККА была просто не готова к реалиям Второй мировой войны, не имела достаточного количества моторизированной техники, опытных офицеров и так далее. А теперь снова вернемся к мемуарам Штейдля. И вот что он пишет об одном из первых столкновениях с русскими солдатами. Через километр наше продвижение было на некоторое время остановлено огнем из пулеметов и винтовок. Вскоре наша головная походная застава наткнулась на недостроенные, легкие полевые укрепления. Солдат в них уже не было. По всему было видно, что стройка началась недавно. Вокруг валялись мотки колючей проволоки, деревянные колья, скобы, доски и мешки с цементом. Мы были поражены увиденным. Ничем не подтверждалось, что готовилось нападение, которое мы предупредили. Где же противник, о котором геббельсовская пропаганда твердила? Будто он приготовился смять нас невиданной массой людей и вооружения. Эти воспоминания явно расходились со словами немецких пропагандистов. Во всех мемуарах германских военных, которые я читал, есть одна общая черта. Немецкие офицеры в итоге понимают, что русские – это не тот противник, с которыми они встречались до этого. Недооценка советской армии – вот одна из главных ошибок генерального штаба вермахта. Но в отличие от своих коллег, Штейдль это понял в самом начале. Наше продвижение нарушалось и замедлялось упорным сопротивлением советских воинских частей, которые дрались с исключительным умением. Неожиданно, и несмотря на явное превосходство германской авиации,
Советские истребители с необычайной смелостью атаковали с бреющего полета наши пехотные части, с трудом продвигавшиеся через поля, леса и болота. Они носились над безграничными березовыми лесами, чуть не задевая верхушки деревьев, обстреливали проселки и тропы, сея панику в наших войсках. Несмотря на то, что немцы встретили упорное сопротивление, им все же удалось продвинуться глубоко внутрь страны. Виной этому стала неготовность и неумение Красной Армии воевать с таким грозным противником. Но ко второй половине войны советские солдаты, пройдя через множество сражений, по своему военному опыту зачастую превосходят немцев, а ситуация на фронте разворачивается с точностью да наоборот. А как вы думаете, насколько правдиво Штейдли описывал в своих воспоминаниях о первых неделях войны? Свое мнение пишите в комментарии, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Все это очень поможет в его продвижении.